Здрасте. Прошу вас. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим первое заседание Совета по реализации государственной, демографической и семейной политики. Нам предстоит оценить то, что уже сделано, наметить дальнейшие шаги нашей совместной работы. Сразу хочу подчеркнуть, поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития. Оно затрагивает практически все сферы жизни, все, что нужно и значимо для наших людей. Это однозначный приоритет, поскольку речь идет о будущем нашей страны. И здесь особенно важны координация, консолидация усилий государства, бизнеса, гражданского общества, служителей наших традиционных религий. И, безусловно, всем нам нужна поддержка средств массовой информации. Слаженные, выстроенные в единой логике действия на всех уровнях и по всем направлениям – вот что нам нужно организовать. Состав Совета, а в него входят представители федеральной и региональной власти, общественных и некоммерческих объединений, научного и предпринимательского сообщества, безусловно, отражает нацеленность на комплексный, системный подход к решению стоящих перед нами задач. Очень рассчитываю, что сегодня будут обсуждены конкретные предложения, призванные сделать более эффективной, действенной нашу политику демографического развития и поддержки семьи. Уважаемые коллеги, в современном мире глобальной тенденцией и глобальным вызовом стало снижение рождаемости. Нет, конечно, не во всех странах, с этим это известно хорошо, но с этим столкнулись многие, прежде всего, экономически развитые государства. И в России, и Россия в этом смысле, к сожалению, не исключение. Плюс, как вы знаете, для нас свои последствия имеют и дает знать эхо двух демографических ям, как мы их называем. Это трагические потери времен Второй мировой, для нас Великой Отечественной войны, и кризисного периода 90-х годов, которые произошли сразу же после развала Советского Союза. Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой, именно неконтролируемой даже хаотичной миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью. Наш выбор однозначен. Это всемирная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков объединяли и укрепляли нашу страну. Глубоко убежден, ответить на демографический вызов мы можем только за счет развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности всех коренных народов России, поддержки традиций большой многодетной семьи, развития программ возвращения на родину наших соотечественников, русских и русскоговорящих людей, составляющих государство, образующую основу нашего общества. В этом залог нашего будущего. Сохранение этнокультурного баланса российского общества, прочности нашего суверенитета. Не раз говорил, семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. И здесь огромное, порой решающее значение имеют внутренние ориентиры, убеждения людей. То, как они сами расставляют свои приоритеты. По данным социологов, все больше наших граждан говорит о том, что хотели бы, чтобы их семьи были многодетными. Ну, вот если в 2005 году
таких, значит, считали, наши граждане считали, что в семье, ну это статистика, поэтому здесь средства массовой информации работают, цифра звучит странно, но для статистиков это нормально. Считали, что 2,4 ребенка должно быть в семье, теперь уже свыше 3. Все-таки эта тенденция очень важная. И вот что еще. Я думаю, наверняка здесь вы будете об этом говорить еще сегодня. Мы с Валентиной Ивановной договорились, что я все-таки выступлю и пойду заниматься своими текущими делами, а вы продолжите работу в этих замечательных кремлевских интерьерах уже под руководством Валентины Ивановны. Но вот что хотел бы сказать. Конечно, и Татьяна Алексеевна постоянно всем своим коллегам в правительстве, и мне тоже уже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно. Без этого очень трудно решать демографические проблемы. Ну, конечно, ценностные установки внутренние, они являются гораздо более крепкими и важными. Ну что у нас крестьянские семьи там в России, что они жили на уровне среднеевропейского дохода, что ли? Нет. А в семье было там 7-10 человек. Правда? Ценностные установки совсем другие, мировоззренческие. Вот что лежит в основе и должно лежать в основе демографической политики. Очень важно, полагаю, что это также тоже одна из задач Совета – развивать и поддерживать вот тот внутренний настрой, о котором я сказал, ту тенденцию внутреннего настроя, о которой я только что сказал. Чтобы стремление к созданию семьи, заключению брачного союза, к многодетности стало превалировать в общественном сознании. Подчеркну, в этой сфере не может и не должно быть никакого, безусловно, давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, частное, личное дело каждого человека, каждой семьи. Однако совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди, прежде всего, конечно, молодые, прежде всего, искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства. Реализоваться в воспитании детей и были бы уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо. Сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив, поднимало ее статус. Вы знаете, что у нас уже сформирован целый набор востребованных инструментов такой поддержки. Имею в виду и материнский капитал, и единое пособие для семей с невысокими доходами, и льготная ипотека. Также напомню, что с этого года регионы, где рождаемость в 2023 году была ниже среднероссийского уровня, получают дополнительные средства на реализацию программ по повышению рождаемости. В 41 регионе, да, в 2025-2030 году в эти регионы будет направлено примерно 75 миллиардов рублей. И со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Благодаря ей для семей с невысокими доходами, где растут 2 и более детей, подоходный налог по факту снизится до 6%. Формируя меры поддержки, мы исходим из реальных потребностей семей. На что хотел бы в этой связи обратить внимание. Очевидно, что многодетным семьям, где расходы всегда велики, сложнее за счет собственных средств купить более просторную квартиру или дом. Здесь также действуют меры поддержки, включая выплату от государства в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. В ряде регионов в решение жилищных проблем многодетных семей активно включаются и местные власти. В целом, хочу вновь повторить, решение демографических проблем, поддержка семьи – это задача всех, именно всех уровней власти от федерального правительства до муниципалитетов. И важно, что регионы инициативно предлагают здесь свои решения. В качестве примера активной региональной политики в этой сфере отмечу работу Нижегородской области. Вот губернатор мне подробно рассказывал это, когда я был там с рабочей поездкой. Эта работа в регионе предусматривает ряд своих существенных мер поддержки. Прежде всего, региональный семейный капитал, который предусматривает ежемесячные выплаты в течение 3 лет после рождения ребенка, 1-го, 2-го и 3-го последующих детей. Причем поддержку получают все семьи,
независимо от уровня их доходов, просто по факту рождения ребенка. Так? Что еще считаю важным отметить, что сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка, полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях, а потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка. Конечно, безусловно, это требует много силы и труда, но государство готово оказать помощь, поддержку, но и нам нужно доводить до людей, что и так вроде бы понятно, а все-таки об этом нужно говорить вслух, что отцовство и материнство – это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом. Вот что важно. Ну, конечно, важно помогать молодым людям, семьям проходить через этот период в своей жизни. И в этом плане за последнее время принят ряд решений. Увеличен размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения. В некоторых регионах введены единовременные выплаты для студенток, которые готовятся стать мамами. В вузах открываются комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей. И, безусловно, нужно поощрять все, что делается в этой сфере в области или в системе высшего образования. Ну, прежде всего, высшего, ну и среднего тоже, разумеется. Знаю, что под эгидой Совета Федерации был проведен фестиваль студенческих семей. Валентина Ивановна рассказывала об этом в июле, да, по-моему, в Бауманке. Считаю важным и дальше донастраивать меры поддержки молодых, в том числе студенческих семей. И рассчитываю, что Совет по демографии также предметно займется этой темой. Нам в целом необходимо постоянно анализировать эффективность всех принимаемых в сфере семейной политики мер. Выстраивать систему социальной поддержки так, чтобы она была максимально прозрачна, понятна и удобна для семей с детьми. Действовала в проактивном режиме и в конечном итоге помогала людям осуществить их мечты о большой, дружной, многодетной семье. Безусловно, меры финансовой, социальной поддержки, как федеральные, так и региональные, имеют огромное значение. Отмечу, что бизнес, наши крупные компании сейчас также включаются в эту работу, реализуя свои программы для молодых семей. При этом вновь хочу повторить, решение демографических проблем начинается с каждой конкретной семьи. Вот сказал уже об этом, хочу еще раз повторить. С мировоззрения людей. Мы видим, какой широкий отклик находят в обществе возрождения подлинных семейных традиций. Недаром конкурс «Это у нас семейное» стал таким массовым, масштабным. И очень важно, чтобы уважение к большой многодетной семье, любовь к детям, в которых воплощается будущее нашего народа, все эти ценности стали объединяющими для новых поколений. И очень рассчитываю, что Совет по демографии и его профессиональная экспертиза внесут значимый вклад в решение стоящих перед нами задач и в дальнейшее развитие семейной демографической политики на благо наших граждан, ну и, разумеется, страны в целом. Спасибо вам большое за внимание. Я хочу пожелать вам удачной работы. Валентина Ивановна. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за ваше участие в заседании Совета и поблагодарить за то, что такая беспрецедентная ваша личная вовлеченность в вопросы демографии. И когда глава государства в числе многих других проблем так системно, предметно делает акцент на демографической семейной политике, это мощнейший мотиватор для руководителей всех уровней власти, для руководителей бизнеса, других сфер. И главное, что пришло понимание у всех,
что это не какая-то ситуативная программа, временная или разовый проект, а что это всерьез и в долгую, и только это даст результат, и что решать эту проблему надо всем миром. Хотела бы также отдельно отметить, что сейчас, когда общество по-настоящему консолидировано, патриотично, когда наши граждане по-новому понимают ценность России, семьи, традиций, у нас есть хороший шанс начать качественно новый этап демографической политики. У вас еще есть время или вы должны уходить? Я должен уходить, но я останусь. Все-таки дослушаю, что вы. Да, можно? Да, Владимир Ильич, я постараюсь очень коротко. Вы уже отметили, что созданный по вашей инициативе Совет сформирован из лучших специалистов, профессионалов в самых разных сферах. И каждый из членов Совета понимает свою персональную ответственность. Сегодня вы поставили новые дополнительные задачи, и мы, конечно же, будем ими руководствоваться. В структуре Совета Федерации созданы конкретные рабочие группы, экспертный совет. Мы вовлекаем большое количество специалистов, подключились институты Российской академии наук. Вот я знаю, здесь наш президент Академии присутствует. 28 числа они проводят специальное заседание Президиума Российской академии наук, посвященное вопросам демографии. То есть всем миром, я бы сказал, процесс пошел. Мы наладили тесное взаимодействие с администрацией, профильной комиссией Госсовета, правительством, субъектами Федерации. Наша команда проанализировала весь массив федеральных, региональных мер поддержки. Мы тщательно изучили международный опыт, потому что, как правильно вы сказали, это вызов для всех развитых стран, и даже для Китая уже сегодня это тоже серьезный вызов. Мы подготовили целый ряд предложений, надеемся, сформулируем их в виде перечня ваших поручений, если вы согласитесь, по итогам, чтобы у нас появилось ваше поручение, которое мы будем реализовывать. Ключевая проблема, известна, жилье. Программа семейной ипотеки. Конечно, благодаря ей миллионы семей смогли обзавестись собственным жильем. Но при внимательном рассмотрении, Владимир Владимирович, оказывается, что семейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку, потому что более половины этих льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Мы считаем целесообразным усовершенствовать этот инструмент. Необходимо создать условия, чтобы семьи с детьми могли улучшать свои жилищные условия в районе, где они фактически проживают, на родной земле. И это, конечно, мотивировало бы активно придать новый импульс жилищному строительству в субъектах Федерации, включая малые города. Было бы плановое развитие территории. Учитывая акцент на многодетность, мы предлагаем также дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей. Чем больше детей, тем ниже ставка. Требует развития модель льготного, доступного арендного жилья для семей с детьми, о чем вы также говорили. Дом РФ подготовил конкретные предложения. Виталий Леонидович сегодня о них расскажет более подробно. А вообще, знаете, Владимир Ильич, хочется помечтать. Но когда у нас появятся возможности, родился в семье 3-й, 4-й ребенок, и государство дает ему квартиру или собственный дом, конечно, к тому же получило бы развитие индивидуальное жилье, деревянное домостроение, леса у нас много. Конечно, это была бы мечта каждой семьи, была бы точно мотивация рожать больше детей. Мы считаем, что настало время совершенствования программы материнского капитала. Следует переориентировать ее на поддержку многодетности, рождение 3-го и последующих детей. Сегодня материнский капитал на 2-го и 3-го ребенка ниже, чем на 1-го, причем существенно. Такой же подход мы считали правильным применять и при выплатах регионального маткапитала. И в целом должна быть идеология, на мой взгляд, все дополнительные меры поддержки, федеральные, региональные, должны быть сконцентрированы на поддержку рождения 3-го, 4-го и последующих детей. Инфраструктура. Конечно, вы
правильно ответили, что государство должно создать инфраструктуру и школы, и образование, и кружки и так далее. Но вот такая семейноцентричность, она должна быть по всем направлениям. Это современные детские площадки, безбарьерная среда для колясок, комнаты матери и ребенка в учреждениях. В числе предложений, которые мы получаем от региона, от общественных организаций, создание специальных парковочных мест для многодетных семей, отказ от оплаты за детский тариф такси, отдельные стойки регистрации для семей с маленькими детьми в аэропортах и так далее. В нашем обществе традиционно сильна культура особого отношения к будущим мамам и детям. И, конечно, эту внутреннюю культуру необходимо конвертировать в прикладные такие бытовые преимущества для семей с детьми. На это не требуется больших бюджетных затрат. Мы готовы и занимаемся сейчас этим, подготовить такие рекомендации в адрес бизнеса, регионов, федеральных ведомств. Следующая тема. Очень важно, чтобы вопросами демографии активно занимались работодатели. И раз это общенациональная задача, то свою социальную ответственность должен проявлять и бизнес. Опять-таки, движение в эту сторону пошло. Мы собираем информацию с регионов. Недавно был утвержден новый национальный ГОСТ, корпоративный демографический стандарт. Пока его применение носит рекомендательный характер. Считаем, что компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны поощряться и морально поощряться, иметь право на прочих равных, на определенные преференции со стороны государства. Это было бы справедливым. Следующее. Очень многое надо донастроить. Здесь нет мелочей. Например, маме начисляется крупная разовая выплата по месту работы за рождение малыша, а эта сумма учитывается как доход. В результате женщина теряет право на получение единого пособия. Мы направили наши предложения в правительство, уже готовится постановление об исключении разовых выплат от работодателя при расчете среднедушевого дохода семьи. На наш взгляд, логично распространить такой подход и на другие демографические выплаты, независимо от их источника. Наш совет выявил факты, когда не все работающие женщины получают декретные, как неудивительно. Например, предприятие в стадии банкротства, женщина уходит в декрет, и ей никто не выплачивает декретные средства. Мы эту ситуацию исправили, внесли закон, он уже принят. В таких случаях выплаты сейчас производит социальный фонд. Или другой пример. Женщина по факту связана с компанией, предприятием, трудовыми отношениями, но юридически оформлена самозанятой. Там, так, конечно, выгоднее бизнесу. В итоге при наступлении беременности она уходит не в оплачиваемый декретный отпуск, а фактически в никуда, без выплат и гарантий. Такого рода проблем, может, кому-то покажется, они мелкие, нет, они жизненные, важные, и их надо решать. Мы этим вплотную будем заниматься. К слову, хочу поблагодарить Министерство труда, министра Котякова за поддержку закона об увеличении декретных выплат для мам-студенток. Они выросли, Владимир Ильич, не просто... Они выросли почти в 10 раз. Вот это реальная такая существенная поддержка. Вы говорили о необходимости укреплять особое внимание уделять студенческим семьям. Тоже развернута большая работа. Утвержден неснижаемый стандарт поддержки студенческих семей. Конкретные меры предпринимаются Министерством высшего образования, ректорами вузов. И очень вовлечен в эту повестку министр высшего образования, коллега Фальков. Тоже ему за это большое спасибо. Сейчас готовим изменения в законодательство, которые позволят в первоочередном порядке предоставлять детям из студенческих семей места в яслях и детских садах по месту нахождения вуза. И в целом, Владимир Ильич, очень важная тема, об этом все говорят. Предлагаем рассмотреть вопрос более активного создания сети яслей, как в жилых районах, так и в вузах, на крупных предприятиях. Для того, чтобы женщина могла совмещать учебу, работу, материнство, точно нужны ясли. Практически все регионы выполнили ваше поручение по строительству детсадов. Программа реализована, и дефицита практически нет.
А вот яслей пока недостаточно. А женщины боятся на 3 года остаться без работы, выбыть из своей профессии. А если говорить родить второго ребенка, третьего, тогда это вообще 6-9 лет. И вот эти 3 года до детского сада здесь нужна им поддержка. И мне кажется, нужно реализовать программу строительства яслей, в том числе и частных. Может быть, упростить требования в создании таких учреждений, безусловно, не жертвуя при этом безопасностью детей. Хотели бы обратиться к вам с просьбой поручить полномочным представителям президента в федеральных округах держать на личном контроле демографическую политику в регионах. И вот хочу привести пример. Игорь Олегович Щеголев, его сегодня точно можно назвать полномочным представителем по демографии, а не только полномочным представителем президента. Отдельные слова благодарности губернаторам. Вот они, правда, все молодцы. Они прониклись своей ответственностью. Во всех регионах приняты демографические программы. Я уверена, что они начнут давать результаты. Также важно, чтобы демографическая повестка получала адекватное, должное информационное сопровождение. Несколько лет назад мы с Алексеем Алексеевичем Громовым провели совещание руководителей всех медиасообществ, и телевидения, и кино, и радио, и интернет, и онлайн-оффлайн кинотеатры и так далее. Владимир Ильич, встретили абсолютное взаимопонимание, о многом договорились, есть хорошие, серьезные, содержательные планы. Член нашего совета Олег Борисович Добродеев, думаю, об этом расскажет сегодня подробно. И, пожалуй, надо заканчивать. Для принятия правильных управленческих решений нужны точные статистические данные, опросы населения, отражающие реальную, объективную картину. Совет наш уже глубоко погрузился в эту тему. В частности, это касается замеров демографических настроений, репродуктивных планов граждан. Но в то же время нужно предельно осторожно относиться к разного рода социологическим исследованиям непрофессиональным, научно необоснованным и некорректным. Социология – это очень серьезная наука. В настоящее время объективные исследования проводятся Росстатом, но, к сожалению, только раз в 5 лет, а нужна более актуализированная информация. Конечно, этого недостаточно. Озвучила лишь некоторые предложения, коллеги меня дополнят. Мы продолжим анализировать принятые меры в сфере поддержки семьи, выявлять и масштабировать самые эффективные из них. Скоро, Владимир Владимирович, мы будем отмечать замечательный праздник – День народного единства. Мне бы очень хотелось привести слова, как говорил великий русский ученый, большой патриот России Дмитрий Иванович Менделеев: «Сила России в единстве, в воинстве и благодушной семейственности, умножающей прирост народа». На том и стоим. Мы будем делать все для того, чтобы наше Отечество было сильным, независимым, суверенным и, конечно, многосемейным и многодетным. Еще раз спасибо вам большое за ваше участие. Спасибо, Валентина Ивановна. Ну, если уж остался, тогда позвольте буквально пару слов, комментарии к тому, что вы сказали. Ну, безусловно, вы же знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования. И в основном это все, что сохранилось у нас из льготной ипотеки, это направлено именно на семью с детьми. Вот и семейная ипотека, 6%, да, и 2% по регионам России, где ситуация требует особого нашего внимания и поддержки детей, поддержки семей с детьми до 2% и так далее. Разумеется, мы и дальше будем все совершенствовать, в том числе и ИЖС. Но ИЖС вообще дала нам хороший прирост строительства жилья вот в предыдущие годы, в прошлом, позапрошлом году. И, разумеется, надо это поддерживать. У нас действительно много леса, вы правильно сказали. Но в лесу жить некоторые любят и хотят, но не все. И поэтому здесь, кроме наличия леса, здесь нужна инфраструктура.
Владимир Ильич, я не в этом смысле имела в виду. Я имела в виду, что у нас много леса, и можно развивать деревянное домостроение. А то завтра скажут, что я такое могла предложить. Я понимаю, что вы имели в виду, но при наличии леса нужна инфраструктура. А это уже не лес, это трубы, это дороги, это связь и так далее и тому подобное. Транспорт и все, что с этим связано. Вот. Но в целом это очень правильное направление. Нам, вот Виталий Ильич скажет, здесь нет у нас темы строительства. Нет, Виталий Ильич я вижу. Но он, наверное, знает, сколько прироста ИЖС дало в общий объем строительства жилищного. Ну, в целом, 50%, по-моему. уже сейчас 60 на 40, 60 ИЖС где-то на 40% выросло. Потому что распространили льготную ипотеку на покупку жилья в ИЖС и строительство. Да. Это результат того, что льготная ипотека распространена и на этот вид жилищного строительства. Представляете как? То есть вы, в общем, правильные вещи сказали, но правительство как раз этим и занимается. Теперь материнский капитал. Знаете, когда-то эта идея пришла в голову и мне, и коллегам в правительстве, с которыми я работал в то время, и она оказалась очень удачной. Безусловно, нужно думать о совершенствовании этого механизма. Мы стараемся его поддерживать, индексировать. Но я вас прошу только об одном. Думать, чтобы желание как бы направить материнский капитал на решение разных задач. А задач всегда много, тем более у семей с детьми. Их не с числа, как говорится. Но самое главное, не распылить его на второстепенные вещи. И, люди же разные есть, и цели разные, и интересы разные. И, как бы он не исчез, как бы защитить надо интересы детей и женщин прежде всего. Он хоть и называется семейный иногда, но я-то называл его именно материнским капиталом. Не случайно. Надо защитить интересы женщины и ребенка. Вот. Поэтому прошу вас к этому относиться очень аккуратно. Но есть фундаментальные потребности семьи, поэтому вот из этого нужно исходить. Теперь по поводу в целом материальной поддержки, безусловно, как без этого? Безусловно, нужно, все наши действия и направлены на это. Но я уже об этом сказал, о мировоззренческой стороне дела. Ведь вы согласитесь со мной, наверное, все, что демографические проблемы возникли, скажем, в тех же странах Западной Европы раньше, чем у нас, в Советском Союзе еще. А уровень жизни граждан западноевропейских стран был гораздо выше, чем у нас. Другие какие-то инструменты, другие какие-то возникают проблемы. Но я сейчас не буду повторять, демографы понимают это вот получение образования, постобразования, начало карьеры и отложенный первый ребенок. И урбанизация, и вообще проблемы постиндустриального общества. Сознание меняется, приоритеты меняются, ценностные жизненные ориентиры меняются. В целом и неплохо, это и хорошо, что меняются. Но хорошо бы, чтобы фундаментальные вещи, связанные с продолжением рода, как я уже говорил, мы понимаем, со счастьем детства, со счастьем материнства, отцовства, чтобы эти ценности сохранялись. И это за деньги не купишь. Это важно, безусловно, создание условий, как в народе говорят, что нищету-то плодить. Это понятно, все, нищету не надо платить, это все понятно. Но одно другое не заменит. Понимаете, вот эти ценностные ориентиры, они важны. И в этой связи очень важна такая совместная консолидированная работа. А то, что нам нужно поддерживать вот эти стремления людей, эту тенденцию людей иметь больше детей, я только что вначале сказал об этом, это точно совершенно очевидно. В том числе и нашими понятными конкретными действиями в сфере
материального производства, социальной политики. Вот Валентина Ивановна сказала про ясли. Полностью согласен. Вот это точно совершенно. Там не все еще сделано по детским садам в некоторых регионах. Но коллеги там решают эти проблемы, они будут решены, уверен, там, где еще не все сделано. Но в основном все завершено, вся программа завершена. Но вот по яслям вы правы. Чтобы женщина не выпадала из производственного процесса, не теряла квалификацию. А в современном мире это многого стоит, и ситуация быстро меняется. Темпы изменений очень большие, особенно в производственной сфере. И здесь очень важно, чтобы женщина имела возможность вернуться как можно быстрее в профессию, не терять уровень квалификации. И, конечно, вы правы абсолютно. Надо вот подумать, Татьяна Алексеевна, мы обсуждали уже это неоднократно, надо обязательно на эту тему подумать. Ну и все-таки завершить хочу тем, значит, да, но не при упрощении требований, конечно, к безопасности этих детских учреждений. Да, их можно менять, они должны быть современными, с учетом современных возможностей и к материалам, и к техническому обеспечению, ко всему. Ну, современные технологии позволяют многие вопросы обеспечения безопасности детских учреждений решать по-современному. И надо, чтобы по-современному и решались. Поэтому требования нужно не упрощать, а менять в соответствии с современными возможностями. Но завершить хочу все-таки тем, с чего начал и к чему сейчас неоднократно обращался, к внутренней мотивации, к мировоззренческим основам нашего общества и к тому, о чем вот Валентина Ивановна сказала, к уважению к самому понятию детства, отцовства и материнства. Вы знаете, что касается материнства, думаю, что все это прекрасно понимают и знают, но все-таки скажу еще раз, скажу вслух. Ведь в сознании всех народов России, у нас много народов, русский народ, и всего у нас там свыше 192 этноса проживает. Практически мы же общаемся друг с другом на протяжении почти 1000 лет. И есть некоторые вещи мировоззренческого характера общие для всех. Что я имею в виду? Вот отношение к маме, к матери, оно у нас имеет какое-то особое сакральное значение. И даже в наших основных традиционных религиях образ матери на иконах, он как? Он центральным является. Центральным. Вот обратите внимание на наши основные ценности религиозного характера. Вот как это выглядит. Мадонна с ребенком. Мадонна впереди. У нас вот в других культурах, да, в той же Европе, там основной образ спасителя. У нас понятно, что на иконах. Понимаете? Это и первое. А второе даже в патриотическом воспитании. У нас из поколения в поколение передается одно словосочетание, которое для нас является естественным. Родина, мать. У нас мать и Родина практически в сознании объединены в один общий образ. И вот все эти начала, фундаментальные, мировоззренческие начала, нам, конечно, нужно красиво, образно, талантливо поддерживать. В том числе и прежде всего, конечно, при активном участии в этих процессах представителей, деятелей культуры и средств массовой информации. Вам хочу пожелать всего самого доброго в работе сегодняшней. Спасибо большое.